Здравствуйте, мои замечательные подписчики, гости канала Таро Гадание Инфо. Доброго всем времени суток. Спасибо вам за то, что вы со мной, за поддержку канала, за ваши комментарии, иногда грустные, веселые, поучительные. Спасибо вам. Также благодарю вас за лайки и за подписки. Спасибо. Тема сегодняшнего расклада. Какой он тебя видит? Собственно, вы его глазами. Для начала, девочки, сделаю, наверное, сигнификацию загаданного вами мужчины. Если резонирует, вы его узнали, ну точно он пришел, вот ваш красотун, то есть смысл смотреть до конца, один вариант. И, собственно, потом уже после его сигнификации этого мужчины мы будем смотреть, какой же он вас видит. Итак, думаем о мужчине. Думаем хорошее, девочки. В жизни и так много не очень хорошего. Не будем портить сами себе жизнь, да? Давайте думать хорошо о мужчинах. Все, больше ничего говорить не буду. Назовите его имя, вспомните его глазки, улыбку, какой он, тембр голоса, какой он, этот мужчина ваш. Какой мужчина пришел на расклад. Ух ты, он мне сразу вас показывает. Она ведьма, она ведающая, обладающая тайными знаниями. Первая карта, которая выходит, да, у нас в раскладе, это, как правило, карта женщины, которая смотрит этот расклад. То есть, ну, понятно. А про мужчину что-нибудь скажите, пожалуйста. Ну да, одиночество. Так, покажите мужчину, пожалуйста. Вот он пришел, принц. Не дать, не взять, да? Приятно познакомиться, царь. Ладно, что я наговорю на мужчину? Опять он мне показывает. Так, ладно. Интересно. Так. Это он? Вот хотела бы ей сказать, вот мужчина. Знаете, вот вышла карта. Вот эта карта очень часто муза, яркая, харизматичная, вдохновляющая, энергетически наполненный человек. Это часто на вас выходит. Кто смотрит девочек сигнификацию свою, вот мои расклады часто, вы знаете. Так вот, я специально уточнила, думаю, может быть, это его характеристика, да? Нет, это он скорее привык, вот умеет товарищ, умеет как-то влиять. Вполне возможно на вас. Где-то, может, пытался даже манипулировать вами. Не знаю, чем это закончилось. Ну, сейчас будем дальше смотреть. Так, он у меня вышел по карте принц. Ну, скажем так, социально вкусный продукт, если можно так сказать. Не в обиду мужчине. Мужчина, кстати, у кого-то может быть не свободен, как вариант. У кого-то может или занимать какую-то там должность, пост, или стремиться, по крайней мере, к этому. Для этого человека очень важно уважение в социуме. Вполне возможно, он прикладывал там множество усилий для того, чтобы добиться какого-то результата в своей жизни. Тут он что-то уже умеет, у кого-то это имеет, извините, у кого-то это яхты, пароходы, у кого-то личное мнение о себе такое грандиозное, да. Так, ладно, принц. Ну да, для человека очень важно, то ли рост по карьерной лестнице, то ли какие-то достижения. Для этого человека очень важно не стоять на месте. Молодец. Но при всем при этом... О чем это? А знаете, как будто бы он сам является себе самым главным врагом. Я, наверное, истину никакую не открыла. Тут человека показано, руки связаны, и карта следующая, святая вода и мужчина. То есть в мужчине самом заключены какие-то противоречия, не противоречия. Может сам в каких-то ограничениях находиться. Для какого-то мужчины это страх неудачи, страх может быть... какие-то ограничения, допустим, его не очень устраивает там место, которое он там занимает, да, под солнцем, или во взаимоотношениях, но он боится потерять даже то, что у него есть. Опять-таки, почему-то руки связаны, привязаны. Ну, у кого-то, да, прочитаю, девочки, как не свободен, да, и как будто бы уже давным-давно напрашивается, вот, не то, что там мысль у него. Тут как логично, по святой воде нужно то ли разойтись и двоим, допустим, ему и супруге, по отдельности стать счастливыми людьми,
или по-другому как-то попытаться выстраивать отношения. Тут что-то вот как-то в взаимоотношениях может быть не совсем хорошо у человека. Но, я же говорю, мне такое ощущение, как будто бы человек сам сознательно останавливает себя от принятия тут какого-то верного решения. Боится. Страхи какие-то, мне кажется. Может, страх разрушить, страх там, даже не знаю. Так, какой еще человек? Мне показано сам по себе одиночка, сам по себе человек, который может быть даже не приближать никого к себе, дистанцию держать. У вас с ним может быть так вот на расстоянии какие-то, ну не знаю, давайте посмотрим. Так, это он. Ну да, опять звезда, это скорее как расстояние. У кого-то ментальное, у кого-то на физическом плане расстояние. Ага. У кого-то болезненная история, наличие третьих лиц во взаимоотношениях. Можете и вы быть не свободны, дабы не все на мужчину сбрасывать, да, что он во всем виноват. Можете вы не быть не свободны, карта 3 о наличии третьих лиц. Может он быть не свободен, но вообще показана какая-то очень болезненная ситуация. Может быть даже от этих каких-то взаимоотношений, может быть даже взаимоотношения толком не получилось выстроить, так как есть третьи лица, повторюсь. И вообще какой-то очень болезненный опыт, послевкусие, вот как после этого, попытки построения этих отношений. Так, почему тут ангелы? Это о чем? Ой, а тут, знаете, у кого-то прям история такая, ему, может быть, с вами было послано, уж послали так послали, любовь, все карта сердца. Возможно, все начиналось карта огонь, как страсть, там сексуальное влечение, ну, такой интерес. Потом мне так показано, как сердце. Ну, тут ангелы, я уточняю, что это. Что это вообще было, да, если вам интересно, что это было, может быть, с этим принцем замечательным. Было сексуальное влечение с его стороны. По карте сердца был шанс на любовь, на выстроение отношений, любовную какую-то историю выстроить. Но то ли шансы не взяты, то ли испугался человек чего-то, то ли объективные есть какие-то, какие-то ограничения. Да? Карта маска. Человек одел маску и скрыл свое то ли увлечение вами, то ли привязанность. Для него проще было вот какую-то вот, может быть, показать незаинтересованность или пока скрыть какие-то эмоции. То есть маска на лице. Маска носит. Так, даже не знаю, что еще вам рассказать. Тут уже кусочек о вас есть маленький. Вас он видит яркой, харизматичной, энергетически наполненной. Еще раз повторюсь, женщина, которая выделяется. Как вот в среднестатистическом курятнике, а тут какая-то жар-птица. Ну, я утрирую, девочки, юмор у меня такой. Но, в принципе, вы умеете подчеркнуть свои достоинства во внешности. Тут больше даже, повторюсь, энергетика, харизма, умение контакт наладить. Где-то какой-то там, не знаю, улыбка, тембр голоса, где-то подморгнула, подмигнула. Сейчас я выговорю. Где-то, знаете, женские все эти штучки, там, у кого красивая там грудь, декольте как-то, у кого там ноги шикарные, на это подчеркнули, акцент на это сделали, у кого волосы роскошные, тоже вот это вот, как будто бы, женщина во всех смыслах, красотка. Так, понятно, что вы остались для него, это не остались незамеченной. Тут вы для многих интересны. Так, о чем мы смотрим? Вообще-то я хотела на мужчину еще посмотреть, какой он еще. Ой, ничего не хочу, отторжение карта. Учиться не хочу, ладно, я шучу. Ну, уроки какие-то не проходят, я даже не знаю, о чем это. Смотрите, карта отторжения, карта мастерство и уже длительное время. О чем это? Воровство. Девочки, тут там все банально, как всегда, к сожалению. Вот тут они мне прям показывают. Я же спрашиваю, что он говорит? Отторжение и карта мастерство и уже длительное время. То есть длительное время человек не берет опыт. Как бы сказать, опыт есть, он болезненный, уроки не проходит. По поводу чего? Тут карта воровство. Часто мне это проигрывается, когда кто-либо не свободен, как правило, мужчина, если не свободен, воровство — это желание
где-то прийти, забрать, взять и в ответ нифига не дать, да, ни спасибо, ни здрасте, ни до свидания. Более того, тут карта марионетка и карта трио. То есть при наличии еще доли одной женщины, то ли человек не определился, то ли недоразвелся до конца, то ли постоянно на каком-то выборе, какие-то качели. При этом еще желание манипулировать сознательно. И карта воровство изначально. Взять, но и повторюсь, особо не вкладываться. Берем, потребите. Так вот тут показано, как будто бы человек не проходит вот эти элементарно, его учат, что так нельзя себя вести, нельзя брать и нифига не давать, нельзя манипулировать женщиной, какие-то тут пикаперские многоходовочки устраивать, нельзя быть в отношениях еще там с одной женщиной и голову морочить другой. Вот как будто бы нет, а ему ничего-то не учит. Его вот эта вся ситуация, вот длительное время она уже длится, извините, тавтология, но карта мастерство, именно в этом человек не становится разумнее, умнее. Мастерства не добавляется, отторжение. Ему показывают, а он это не берет, а он сознательно вообще уходит. Как будто бы, может, в чем-то другом он мастер, там, золотые руки у него, мастер там, я уж не знаю. С интеллектом может все в порядке, может карьеру строить. Но именно во взаимоотношениях вот с женщинами тут какой-то провал. Тут человек, ой, не буду говорить плохой, хороший. Кстати, он для очень многих является лакомым кусочком. И вот так вот, если прочесть, вот так вот, он себя где-то так позиционирует. Я одинокий, как там, одинокий одиночка, в общем, неважно, тут одиночество, но при этом карта ангелы и карта принца. Человек очень заботится о своем, не то что как лице, а о том, какое он производит впечатление, вот как правильно сказать, вот для него очень важно, где-то статус, где-то наличие, может, каких-то друзей, знакомств. Вот такое, значимость свою ему очень важно подчеркнуть. Вот это такой человечек у меня пришел. Так, вот это покровительство высших сил. Сейчас, девочки, вполне возможно, тут, если вот так тоже прочесть, то можно сказать, что при желании можно было построить отношения, если с вами тут у кого-то даже давались шансы на создание семьи, рождение ребеночка. Угу. У кого-то мужчина сознательно сделал выбор в сторону своей карьеры. Тут построение, уже не знаю, там да, карьера, бизнес, тут вверх по лестнице. У кого-то элементарно столкнулись, вы могли столкнуться с проявлением его эгоизма, и карта метла. Тут какие-то сплетни могли быть, вылезли, то ли, тут как будто бы у человека в приоритете он. Тут, кстати, и про вас может быть эгоизм, тут может быть коса на камень. Где-то вы могли уже сказать, то достало меня все, где-то он в чем-то не уступил. Тут такое тоже может быть. Ну и какие-то все это какая-то история вроде бы как давалась небесами, но люди, он, уже не знаю, совместно могли все это, эти шансы не взять, или они как-то некорректно были использованы, да, назовем это так. Все это как-то вокруг какие-то сплетни, что-то тут у меня такое, что-то такое. И карта еще подсвечала бесплодно, вот, как будто бы ждали один результат, да. К сожалению, не сложилось, не случилось. А шансы были, хорошие шансы давались. Так. Смотрим, девочки. Вы его глазами, какой он тебя видит. Так, что-то я так странно сложила. Ладно. Какая загадочная. Так. Какой он тебя видит? Девочки мои хорошие, кто еще не подписался на канал, пожалуйста, подпишитесь, не стесняйтесь. И лайки сами себя не поставят. Тоже не стесняемся. Ставим лайки, товарищи. Так, какой он тебя видит? Ты его глазами. Ты его глазами. Ты его глазами.
ты его глазами. Какой он тебя видит. А интересно, да, сейчас, если выйдет, там, мы его видели, что он там эгоист, да, а сейчас он такой, мне подсветит, покажет, фонариком подсветит, скажет, да это же она эгоистка. Так, какой он тебя видит? Какой он тебя видит? Так, девочки, начинаем. Какой он вас видит? Ух ты! А на подарочек, который в ярости. Офигеть, а что это павлин? Сейчас буду уточнять, это он павлин. Ну, вряд ли он про себя скажет, что он такой павлин-мавлин. Скорее про вас, девочки. Ух ты, ё-моё. Так, ух ты, звезда на вас, девочки. Ну, кстати, сейчас сочетание. Да что ж так, все так хорошо начинается. Сейчас. Боже мой, и звезда, и мечта вы у меня, и страсть. Ой, страстная мечта обиделась. Так, ух тышка. Так, вот тут как в конце это все прочесть. Сейчас будем читать. Девочки, почему-то он мне показывает вас. Все, что вышло, я буду озвучивать. Сама по себе женщина подарок, презент. Тут просто роскошная, может внешне. Ну, тут и не только внешне, тут вообще как характеристики. Подарок для любого мужчины. Но женщина, кстати, как будто бы, может, он вас обидел чем-то, да? Он видит вас в его глазами, как будто вы могли... Тут карта ярость, я уже не знаю, в ярости, как минимум он может говорить о том, что вы на него обижены. Знаете чем? Что как будто бы он вас недооценил. Но тут еще такой подтекст вот этой карте. Подарочек недооцененный. Карта павлин. Но тут такой подтекст все-таки, как будто бы женщина... Опять-таки, как есть, так я говорю, да? Женщина, которая где-то цену себе не сложит. Тут даже не то, что не сложит. Женщина, которая привыкла блистать. Женщина, которая привыкла априори, типа, все мужчины ее. Мужчина должен на нем внимание обращать. Вот что вышло по этим картам, девочки, я не хочу даже такое говорить. Но я говорю потому, как это тут он вас видит какой. Видит вас женщина, которая, может быть, привыкла к комплиментам, привыкла... ну, прям блистать, потому что вот этот павлин, вот же крылья расправил, и это ж красивая такая птица, да, она где-то затмевает всех остальных. При этом вы вполне вероятно прикладываете очень много, достаточно много усилий для того, чтобы там, ну, быть на уровне, да, так скажем. То есть, может быть, косметологические какие-то процедуры, опять-таки, может быть, тут одежда какая-то, подчеркивающая ваше там достоинство. В принципе, он видит вас женщиной очень красивой, для которой важно вот это вот тоже обожание, какое-то восхищение в мужских глазах. Но тут он говорит о том, что она в ярости, потому что я где-то недооценил. Тут, может, или внешне, ну, как бы там, ну, не внешность, может быть, мало комплиментов говорил. Может, не дал вот ту реакцию, которую вы ожидали. Может, вплоть до того, что тут какой-то формат отношений даже не сложился, тот, который вы хотели. Но тут больше такое, как будто бы, знаете, он видит вас женщину, которая на него даже не то, что ты обижена, а злая, может быть, за то, что вполне возможно, мужчина давал какие-то двойственные, ну, то обещания, не обещания, или вел себя как-то так. Вы вполне возможно, ну да, рядом с ним такое какое-то себя и чувствовали одно время. Желание было рядом с ним, там, вот, там, как крылья расправить, там, красотка, тут ухоженная такая. И тут даже какая-то, как между строк, претензия. Чем я тебе не такая? Вот тут что-то такое, вот, девочки. А он тут же отвечает, да всем такая, ну, красивая, яркая, подарок. Подпишись на канал.
И поставь лайк. Для любого мужчины подарок. Тут как будто бы вот тут какая-то с вашей стороны, это даже не то, что там претензия, но оно как не... Ну, не знаю, ярость карта. Так она и звучит, ярость. Может, тут видит у вас желание взять это коромысло и по башке его стукнуть, потому что, типа, открой глаза, посмотри на меня внимательней. Вот тут как-то так, ладно. А видит вас женщина, у которой свой путь. Где-то, ну, тут карта, видите, одного человека. Это где-то он понимает, что вы выстраиваете ты свой путь и несете тут свет. Девочка, видите, как несет, как фонарик, да, такой. Вот она несет этот свет. То есть, по большому счету, вы сами подсвечиваете себе дорогу, сами этот путь свой прокладываете. И несете этот свет и добро, где-то вот так вот мне это читается. Но я не вижу тут как будто бы на этом пути его. Вот тут вот что-то такое. При этом видит вас женщина, которая, понятно, что выбрал этот путь, но он не очень простой. Но вам удается пока как-то балансировать. В любой момент вы можете свалиться. Уж не знаю, в переносном смысле. Видите, тут идет девушка, девушка идет по таким подвешенным, эти тросы какие-то, ну, она балансирует, но в любой момент может свалиться. Это вплоть до того, что если вы стараетесь сейчас выстроить свою жизнь без него, без привязок к нему, без воспоминаний о нем, может быть, новые какие-то отношения или другие, иные отношения, то тут постоянно, как, знаете, такая угроза, что вот я вспомню о нем, и опять у меня как будто бы назад все откатится, да, как выздоровление. Может, женщина как-то старается не думать о нем, так как тут очень болезненный какой-то опыт. Пока удается, но это вот такое балансирование. Так, ну, кстати, на вас характеристика карта звезда. Я считаю, это одна из наилучших характеристик на женщину. Звезда — это интеллект, девочки, интеллект выше среднего, сразу говорю. Наличие талантов. Звезда, внешность привлекательная. У кого-то прям, ну, такой типаж, чем-то похожий, может быть, на какую-то кинозвезду. Звезда — это женщина, может, и в каких-то широких или узких кругах известна. У многих по звезде идет звезда тут. И тут, кстати, мечта еще, да. Может быть, видение себя, что у вас там предназначение какое-то в жизни. И вы не просто так, да, вот там вам достаточно каких-то, ну, элементарных вещей там в жизни, там, с работы домой, да, и как, ну, что-то у меня в голове, там, какие-нибудь там чипсы, еще что-нибудь, и возле телевизора, ничего не имею против сериалов, сама смотрю. Но вот как будто бы у вас что-то в жизни есть намного больше, и как будто у кого-то призвание, у кого-то желание оставить после себя какой-то след, да, в жизни своим, может быть, уж не знаю, там, таланты какие-то, реализоваться. Вот такое мне идет, вот что-то, вот, запрос у вас, какие-то вот амбиции, вот такие вот. Причем это с талантами связано, с вашими, с наличием у вас этих талантов, способностей ваших. Но тут такой нюанс, девочки, как будто бы сейчас это не в полной мере еще или реализовано, или получается, потому что тут карта бесплодна. Может быть, попытки какие-то есть вот по поводу этой реализации, но это бесплодно сейчас. Вот если бы не было вот этой карты, я бы с удовольствием вот это вот так вот прочитала, сказала: боже мой, тут подкова, это женщина, которая приносит счастье, карта желания, тут и желание, может быть, видит вас женщиной, которая... Желание, кстати, где-то, может, материальный уровень свой поправить. Может, в принципе, женщина, которая сама по себе вот и счастье приносит, и удачу. Вот тут такое, как будто рядом с вами будешь, рядом с вами, и вот вы приносите вот эту удачу, и рядом с вами быстрее, да, может, исполняются какие-то заветные эти желания, или же, в принципе, рядом с вами, ну, знаете, есть такие вот женщины, да, женщины, которые, находясь в союзе с каким-то мужчиной, 100% у этого мужчины, если он рядом с ней будет, то материальный уровень повышается вот в этот момент. Прям это правда так есть. А вот тут такое, я бы сказала так это, но тут карта бесплодия. То есть пока, в принципе, это у вас есть, это заложено, но пока это все вот бесплодно. Пока вот почему-то
этого не случилось, не сложилось. То ли, может, в случае с ним это не случилось. Вот, типа, все должно было быть, но... Давайте я спрошу, почему? Это что за карта бесплодия? Почему? Воздержание, потому что мужчина сам не пошел в отношения, потому что сам, вполне возможно, мужчина сам себя сдерживает. Смотрите, тут изображен такой роскошный мужчина, у которого на замечательном этом причинном месте, там где мужское достоинство, амбарный замок. То есть, другими словами, мужчина сам не дал шансы. Почему бесплодно, почему вот эти все форматы не реализованы, или почему женщина, которая, девочки, ну всем хороша, да, может быть тут кто-то, у кого-то пунктик единственное, что слишком, я должна это озвучить по павлину, ну, слишком хотели бы нравиться. Это тоже такое бывает. Нравится всем, да, вот такое. Ну, как, я не знаю, вряд ли это комплекс какой-то. Может, комплекс хорошей девочки. Вот привыкли всем нравиться, хотите всем нравиться, заслужить эту любовь. Но это такой нюанс. А тут, ну правда, ну всем хороша, но вот он воздержался. Воздержался, может быть, не дал вам тот формат, который вы хотите, не дал те отношения, не дал то, на что вы были настроены. Ну вот мне так идет. Короче, мужчину обвинили во всем. Но я должна была уточнить, потому что мне непонятно. Тут такая роскошь роскошная, и в чем дело? Ладно, какой он вас еще видит? Очень страстной. Смотрите, тут какие противоречия. Ну, тут даже не то, что противоречия, тут где-то закономерно. Закономерно, что тут я подарок такой. Я знаю, что мной интересуются многие мужчины. Я знаю, какое я произвожу впечатление на мужчин, как я могу влиять на мужчин. Я не поняла, ты что, не оценил меня? Ярость. Тут, девочки, он вас видит очень страстную, чувственную, ну, прям, как будто бы с вами вот тут как вот на небесах можно оказаться в хорошем смысле слияние. Тут такое изображено. Мечта, женщина-мечта. Но мечту не оценили. Мечте сделали больно. Я не знаю вообще, как в своем ли он уме вообще. Вот такие карты. И тут карта обида. Вас показывают такой принцессой с короной, красивой, которая губы надула, глаза на мокром месте. Она говорит: в чем дело? Я не поняла. Тут. Ой, а у кого-то, девочки, тоже опять до банального может дойти. Император. Мужчина не свободен. Вы можете быть не свободны, кстати. У вас может быть тоже мужчина. Все не сложилось, потому что тут какой-то мне император показано. У кого-то император — это мужчина, который уже несет ответственность и за семью, и за империю какую-то, может быть, там бизнес общий, недвижимость на тещи. Ну, я утрирую, конечно. Ну, такое, знаете, уже у человека выстроена своя жизнь, свой быт, все налажено. И тут показано ограничения. Отчасти эти ограничения, ну, они реальны, отчасти можно сказать, при желании все можно преодолеть. Наверное, не совсем. Наверное, мужчина взвешивал. Наверное, мужчина до конца таки не смог принять решение, потому что тут двойка мечей, тут тупик, тупиковая какая-то ситуация. Вот эти ограничения показаны, да, вокруг него вот эти вот какие-то канаты намотаны. Что-то можно было преодолеть, в чем-то можно было попытаться, да, изменить ситуацию. Но показано император, знаете, тоже мужчина, это который где-то тираничный, деспотичный, привык, его мнение главное, где-то, может быть, даже твердолобый, где-то слишком он зациклен на том, что он имеет, чем он владеет, да, может быть, даже, ну, давайте так, может быть, даже для него очень важно. Правда, не будем обесценивать те люди, очень важные, за которых он уже несет ответственность. Вот тут как-то так вот. Вот он вас видит вот этой женщиной, роскошной, красивой, девочки. Тут нет ни тени, на самом деле нет ни тени обесценивания вас. Правда, тут я же говорю, подарок. Тут женщина, которая старается идти по какому-то своему пути, несет этот свет. Звезда, мечта, страстная. Женщина, с которой, если рядом будешь, тут еще вот эта звезда, тут и подкова, и, то есть счастлив будешь, и желания твои будут выполняться. И тут посмотрите, какая красивая красотка.
Ну, тут объективные у человека какие-то, он считает, что это объективные какие-то у него ограничения. Он считает, что он объективно не может вам или не смог вам что-то дать, предложить. Но причем вы заслуженно как будто бы на него обижаетесь. Я же говорю, как будто бы вы говорите, если я такой подарок, если я такая классная, в чем дело? Ой. Ладно, девочки, кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч.